Друзья, всем привет! На дворе конец июля, начало августа, и в Беларуси очень сильно похолодало. Знойная жара, которая мучила нас почти месяц, сменилась холодом, который тоже нас мучает. На улице стало очень холодно, температура где-то плюс 16, постоянно идут дожди, и бассейн наш простаивает. На время, пока мы не купаемся, мы накрыли наш бассейн тентом-покрывалом, чтобы туда мусор не летел, потому что на улице ветрище такое, что листья с деревьев срывает. Все это дело, конечно же, фильтруется нашим двухкубовым фильтром-насосом Bestway через розеточку с таймером. Я даже не вмешиваюсь в процесс. Ну, а печка, которой мы все это дело греем, тоже пока стоит. Ведь таким холодом купаться, неохота. И заметил одну очень неприятную вещь. Бассейн простоял на холоде, накрытый крышкой, неделю. Конечно же, в бассейн, как обычно, добавляется химия, альгициды, кислородная химия, добавляется туда и pH поддерживаю. Но бассейн не то чтобы начал цвести, у него стали очень скользкие стенки. А это говорит о том, что у нас там начинают расти водоросли. Сначала все это дело просто скользкое, слизкое, а потом станет быстренько зеленым. Химия, напомню, добавляется. Насос постоянно работает, вода циркулирует. Но что-то идет не так. Как выяснилось, из-за того, что накрыта крышка, в бассейне просто не хватает кислорода. И поэтому он начинает чахнуть. Проблему эту я решил, купив вот такой вот аэратор. Это фирменный интексовский аэратор. Модель его называется 12368. Все это дело просто подключается к хвосту шланга, который входит уже непосредственно в бассейн, и вода, смешиваясь в нем с воздухом, уже заходит в бассейн вот с такими пузырями. И все это дело очень хорошо насыщает воду кислородом. А кислород, как известно, является сильным окислителем. При этом все водоросли и все остальное тоже будет в воде умирать. Посмотрим. Штука сама это очень удобная. Она уже оснащена кронштейном, он такой литой. Сверху идет ниппель, на нем крышечка. Через этот ниппель засасывается воздух, и воздух внутри перемешивается непосредственно с водой. Все это дело ставится на штатный 32-мм вход воды в бассейн. Все подходит друг к другу. Кронштейн очень удобная вещь, он упирается в бассейн и не дает этой штуке соскочить с выхода. Все это дело здесь обжимается, как обычно, интексовскими пластиковыми хомутами и достаточно крепко держится. Крышечка эта нужна для регуляции подачи воздуха непосредственно в бассейн. Если она открыта или приоткрыта, то воздух поступает туда достаточно много, достаточно мощной струей. Но достаточно ее закрыть, и при этом воздух в бассейн поступать уже не будет. Или практически не будет. Вот, к примеру, я ее закрыл, и сейчас туда поступает чисто струя воды. Но достаточно ее немножко приоткрыть, и воздух снова начинает идти в бассейн, насыщая нашу воду кислородом. Короче, штука очень простая. Стоит копейки. По стоимости она идет 18 белорусских рублей. А это примерно 3 доллара. Поэтому за такую сумму очень даже ничего. Что могу сказать? После недели использования данного аэратора, опять же с закрытой крышкой бассейна, все точно так же, не меняя пропорции химии, а стенки в бассейне перестали быть скользкими. То есть теперь эти водоросли, слизь на стенках не собирается. Значит, эта штука работает. Это уже хорошо. Зачем же вообще насыщать воду кислородом? Как известно, кислород является у нас окислителем. И когда его концентрация в воде большая, тогда у нас медленнее размножаются и водоросли, и бактерии. Все это дело гибнет вперемешку с химией. А очень важно это будет штука для тех, у кого вода с высоким содержанием железа, ведь вода, вступая в реакцию с железом, будет оседать на дно, и его просто можно будет убирать пылесосом. Поэтому тема классная. А в этом сезоне я использую вот такую химию. Это pH-, эквиминус для бассейна, от Bestway альгицид и кислородная химия в таблетках.
Напомню, хлорку я не использую, я использую кислородную химию. Вкупе с 3 данными средствами, плюс еще и аэратором, водичка у нас будет всегда кристально чистая. Фильтроваться вот этим вот фильтронасосом и подогреваться нашей печкой. Ну, об этой штуке все. Ссылку на нее и ее полное название я оставлю в описании. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы ждем погоды, чтобы продолжать купаться. Всем чистой воды в бассейне и всем пока!